Здорово, народ! Сегодня в этом видео я расскажу о 10 лучших мячах для пляжного волейбола. Но прежде чем я начну, напишите, каким мячом играете вы. Обращаю ваше внимание, что мячи в видео представлены в случайном порядке. Тайм-код всех моделей в описании. А теперь поехали. Первым у нас идет Wilson Optics AWP с ценой порядка 6000 рублей. Этот мяч я тестировал долго, и хочу сказать, что он мне очень сильно понравился. Так как я не занимаюсь пляжным волейболом на регулярной основе, у меня нет привязки к конкретному мячу в силу привычки. Поэтому я могу непредвзято сравнить его с Mikasa VLS 300. Wilson AWP совсем недавно появился на российском рынке, но уже давно есть в Америке, и им играют на локальных чемпионатах. Я больше года пытался достать эти мячи, и в итоге мне их прислали представители Wilson в России, за что им отдельное спасибо. Первое, что бросается в глаза, это расцветка. Она очень необычная и, как для меня, самая удачная для пляжного мяча. Его хорошо видно при солнечной погоде, благодаря рисунку траектория полета хорошо читается. Мяч не сильно впитывает влагу, при тесте в ванной за 3 минуты нахождения под искусственным проливным дождем он стал тяжелее на 5 грамм. Вес VLS 300 изменился на 3 грамма при тех же условиях. Этот мяч идеально подойдет для игры на пляже или специализированных площадках. При игре на земле его панели будут быстрее царапаться и внешний вид станет менее презентабельным. Но если вы будете его покупать не для того, чтобы он радовал ваш глаз на полке, то можете играть им в любом месте. Песок забивается в швы и липнет так же, как и к мячам VLS 300, а особой разницы не заметил. Скорее это зависит от влажности и фракции песка. Мы им играли и во дворах, и на специализированных площадках, он отлично контролируется. В приеме он ощущается мягче, чем VLS 300, поэтому если Mikasa отбивает вам руки, то Wilson для вас покажется более дружелюбным. В данный момент официальную сертификацию FIB имеют 3 пляжных мяча. Mikasa VLS 300, Molten BV 5000, по нему есть вопросы, но об этом позже, и Wilson Optics. Важный момент, у Wilson Optics AWP есть мяч реплика. На нем так и написано Wilson Optics AWP реплика. Такой мяч стоит порядка 2000 рублей. И это не то же самое, что, например, Mikasa V300W, который является официальной репликой V200W, и при этом очень даже играбельной репликой. Здесь разница намного больше. Мяч полностью повторяет внешний вид, но вот материалы его исполнения совершенно другие. Просто послушайте, какие звуки издает основной материал мяча и какие нанесения на нем. Самим мячом играть можно. Мы однажды с ребятами арендовали 2 площадки на всю ночь и играли 4 разными мячами, чтобы в моменте посмотреть, чем они отличаются и насколько они играбельны. Самым интересным было то, что мячи реплика очень многим понравились по тактильным ощущениям. Они, кстати, продаются в Спортмастере, можете сходить вживую пощупать. Совсем недавно там были и оригинальные AWP, но на момент выхода видео их там нет. Я давал всем ребятам 2 мяча в закрытой сумке, и они должны были вытащить тот мяч, который на их взгляд дороже. И в итоге реплику вытащили 6 человек и оригинал 8. При этом оригинал вытащили все, кто играет в пляжку много лет на регулярной основе. Игроки классического волейбола оказались менее привередливы при выборе мяча. То есть реплика играть можно, но я бы не советовал брать его как основной мяч. Он мне не понравился именно по тактильным ощущениям. Поэтому для меня это скорее коллекционный мяч, чем игровой. Подводя итоги, стоит ли покупать Wilson Optics AWP? Решать вам. Учитывая, что абсолютно все пляжные турниры играют Mikasой, для настоящего пляжника в принципе вопрос в выборе мяча не стоит. Вполне возможно, в обозримом будущем и в России появятся турниры, проводимые мячами Wilson. Но если вы не претендуете на соревнования и не боитесь косых взглядов пользователей Mikasa, то можете спокойно брать Wilson. Я не планирую играть на каких-либо пляжных турнирах и с удовольствием играю Wilson с друзьями. Привыкание к мячу не требуется, вес и окружность у него стандартные. Вторым у нас идет Mikasa VLS 300 с ценой в 5,5-6 тысяч рублей. Не думаю, что есть смысл особо много рассказывать о нем. Это основной мяч всех официальных турниров, проводимых под эгидой FIB. Им играют все пляжные турниры в России. До недавнего времени он даже был официальным игровым мячом чемпионата мира по снежному волейболу. Но Mikasa выпустила специализированный мяч для снежки, на который у меня уже есть обзор на канале, ссылка в описании. Если вы планируете заниматься пляжным волейболом на регулярной основе и проживаете в России или странах СНГ, то, конечно же, ваш выбор будет Mikasa VLS 300, потому что нет смысла тренироваться одним мячом, а играть другим. Проще говоря, выбор без выбора. Третьим у нас идет Molten BV 5000, последний мяч со штампом FIB с ценой в $63. И вот тут у меня есть вопросы. На официальном сайте FIB одобренным мячом является BV 5000. Но если мы зайдем на сайт Molten, то надпись FIB Approved мы увидим на мяче Molten V5B 5000 за $70. Я это заметил, потому что у меня есть оба этих мяча.
и V5B5000 действительно кажется более дорогим мечом. Обратите внимание, что сертификация обновлена 12 июля 2021 года. Ссылку на нее оставлю в описании. Данные мечи не продаются в розничных магазинах в России. Их можно приобрести только на AliExpress или напрямую из Америки. Что вам придется ли, я не могу знать. Возможно, их подделывают. Не берусь сказать однозначно, но цены очень приятные. Если урвать эти мечи за 3-3,5 тысячи рублей, то они определенно стоят своих денег. Опять же вопрос, нужны ли они вам в России? Из приятных бонусов могу отметить защиту ниппеля от песка у V5B5000. Это первый мяч, в котором я вижу подобную технологию. Это определенно продлит срок службы меча. Странно, что Mikasa до сих пор не делают подобную защиту ниппеля. Далее у нас идут бюджетные мечи компании Decathlon, Копая BV900 за 2000 рублей и BV500 за 1000 рублей. Это идеальные мечи для начинающих волейболистов и детей. Ранее я уже делал обзор на мечи для классического волейбола от компании Decathlon, кому интересно, можете посмотреть по ссылке в описании. И в отношении пляжных я думал будет так же, 900 хороший, 500 не очень. Оказалось, все совсем не так. BV500 очень мягкий мяч. Если бы меня спросили, какой мяч купить ребенку, чтобы он начал познавать азы волейбола, то я бы посоветовал именно BV500. Еще меня часто спрашивают, какой мяч купить, чтобы дома отрабатывать пас сверху и контроль мяча. Так вот, этот мяч идеально подходит для этих целей по соотношению цена-качество. Но учтите, что после него классический мяч все равно будет прижигать руки. Он слишком мягкий, чтобы их набить. Еще у него отличное сцепление. Я провожу самый изобретенный тест, в котором поднимаю мяч одной рукой, предварительно навесив на него вес 10 волейбольных мячей, а иногда и более. И если мне удастся его поднять, то это значит, что у него отличное сцепление. При этом мяч должен быть накачан по верхнему значению, указанному на мяче. Само собой, BV500 не рассчитан на большие ударные нагрузки, хотя это я по большей степени предполагаю, исходя из его цены. Я ходил и стучал им некоторое время в зале, чтобы посмотреть, что с ним будет после больших ударных нагрузок. И он проявил себя с лучшей стороны. Это идеальный мяч для детей и любителей. Купив этот мяч, вы получите удовольствие от игры, в сравнении с китайскими глянцевыми подделками, которые даже невозможно поднять с пола одной рукой. При этом они в одной ценовой категории. Этот мяч я однозначно могу рекомендовать к покупке. Копая BV900 в 2 раза дороже 500. Он имеет штамп FIV Approved, так как в 2020 году он прошел сертификацию. Но в новом каталоге его нет. Возможно, появится позже. Это как минимум говорит о том, что мяч соответствовал стандартам FIV. BV900 я купил на полгода раньше 500 и считал, что это отличный любительский мяч с бюджетной ценой, но одним недостатком – он проскальзывает при пасе сверху. Его панели довольно скользкие, но в то же время это отличный повод учиться пасовать снизу, так как в пляжке пас сверху не самое частое явление. Поэтому могу сказать, мяч очень мягкий, им отлично тренировать прием даже детям, он не отбивает руки, но некомфортно ощущается при игре сверху. Как итог, могу посоветовать оба мяча для приобретения. Но исходя из их цены, понимайте, какие нагрузки они могут выдержать. Если вы планируете колотить им в первый метр со всей дури, то такие мячи определенно не ваш выбор. Хотя по ощущениям они такую нагрузку выдержат на песке. На паркете, думаю, нет. Учитывая цену, это отличный мяч, чтобы познакомить ребенка с волейболом или для периодической вылазки с друзьями на поляну. Следующим идет Mikasa King of the Beach с ценой в $50. Совсем недавно я еще находил этот мяч на просторах российского интернета, но на момент выхода этого видео их уже нет. Мяч сам по себе неплохой, но учитывая, что сейчас его можно купить только за бугром, с доставкой он обойдется дороже VLS 300, поэтому овчинка выделки не стоит. Если найдете за 3-3,5 тысячи рублей, берите, в остальных случаях на ваше усмотрение. Существуют еще пляжные мячи от компании Gala, но их мне пока не удалось достать. У компании очень большой модельный ряд, 3 пляжных и 15 классических, которые действительно вызывают интерес. Возможно, в ближайшем будущем я смогу их достать и расскажу вам о своих впечатлениях в отдельном видео. Ну и завершают рейтинг 3 мяча от компании Mikasa. VXT30 за 3,5-4 тысячи рублей, VX30 за 2500 рублей и VXL30 за 2000 рублей. На руках у меня только VXT30, и это хороший тренировочный мяч для истинных фанатов Mikasa, которые хотят играть мячами именно этого бренда, но не часто, и поэтому не видят смысла переплачивать и покупать VLS 300. Если вы не частый гость на пляже, то это хороший мяч, но как мне показалось, он чуть больше прижигает руки, чем VLS 300. Возможно, мячу требуется разбивка, но чисто тактильно панели мяча кажутся немного жестче, чем у 300-ки.
VXT30 очень сильно впитывает влагу. За 3 минуты в душе он стал тяжелее на 17 грамм. Это говорит о том, что его панели не влагоустойчивы, в сравнении с тем же VLS 300, который за это же время стал тяжелее на 3 грамма. VX30 и VXL30 мне довелось пощупать только в магазине, и ради одного обзора я не стал их покупать. VXL30 брать не советую, за эти деньги лучше взять любой другой мяч из этого рейтинга. Панели очень скользкие, мяч определенно не стоит брать для начинающих волейболистов, так как положительных эмоций от игры он не даст. VX30 лучше VXL30, но тоже не заслуживает особого внимания. Я лишь хотел показать и рассказать о тех мячах, которые действительно стоит рассматривать при покупке. В описании под видео вы найдете все магазины, в которых я приобретал данные мячи. Там же вы найдете видео о том, как ухаживать за волейбольным мячом, чтобы продлить его срок эксплуатации. Ну и общие советы. Для вашего понимания, мяч в пляжном волейболе чуть больше классического – 66-68 см в окружности. Но при этом давление в нем меньше – от 175 до 225 грамм на сантиметр квадратный. Если им играть на улице при холодной погоде, то мяч необходимо накачать по верхнему значению в 225 грамм на сантиметр квадратный. Если вы играете при температуре выше 25 градусов, то мяч качает по среднему значению в 200 грамм на сантиметр квадратный. Классический мяч имеет окружность 65-67 см и весит, как и пляжный, от 260 до 280 грамм. При выборе нового мяча всегда обращайте внимание на его спецификацию. Речь идет именно о новой модели, с которой вы раньше никогда не сталкивались. Так как сейчас на рынке очень большое количество моделей, облегченных, утяжеленных или вовсе другого размера, как, например, Mikasa V430W. Этот мяч идет 4-го размера, и он легче на 50 грамм стандартного игрового мяча. При этом на многих сайтах можно найти информацию, что он 5-го размера и имеет стандартный вес. То есть продавец изначально вас дезинформирует на сайте, а фотография, как правило, этого не передает. О том, как отличить оригинал от подделки, я уже делал подробное видео, ссылка в описании. Там же вы найдете все видео, связанные с волейбольными мячами, которые я делал. Ну и как всегда по традиции, надеюсь, данное видео было для вас полезным. Если это так, то не забудь поделиться им со своим другом и поставить лайк. С вами был Егор Пупынин, всем удачи и до встречи на волейбольной площадке.